В обсуждении о состоянии экономики во время войны всегда всплывает такая идея. Военные расходы – это не бессмысленное прожигание денег, а на самом деле инвестиции. Мол, на самом деле нет такой уж разницы – построить завод, который выпускает смартфоны, или завод по выпуску дронов. С точки зрения экономической, и то, и другое – технологические инвестиции, инвестиции в инновации и в будущее. В этом и заключается оправдание для военного кейнсианства. Мы не просто создаем рабочие места, высасывая труд из производительных секторов экономики, не просто покупаем штуки, которые завтра врежутся в жилой дом, не создав никакой мультипликации для экономики. Мы инвестируем в мозги, создаем высокопроизводительную занятость и выращиваем технологические компании. Некоторые сторонники всего этого дела указывают также на рост ВВП российского, который вроде как, несмотря на войну, растет и растет. Сегодня посмотрим, как все выглядит на цифрах, как раньше война меняла экономики и общество, и как все изменилось сейчас. Прежде чем начнем только, если вас тормозит YouTube, в описании ссылка «Как ускорить» и партнерский VPN бесплатный на 30 дней. На канале мы много раз обсуждали парадоксы российской военной экономики. Когда война началась, в экономическом смысле реализовались все самые опасные сценарии, разве что камни с неба не падали. Был массовый отъезд граждан, санкции, потери иностранных инвестиций и доступа к дешевым кредитам, рост расходов на войну, девальвация рубля, заморозили резервы. Все это серьезно так намекало, что ситуация нездоровая. Тогда чуть ли не все эксперты и наблюдатели, глядя на это безобразие, прогнозировали, что экономика так работать не сможет. Об экономическом росте можно забыть. Теперь мы знаем, что наблюдатели и большинство экспертов ошиблись. Российская экономика оказалась удивительно адаптивной. Рыночные механизмы помогли ей приспособиться и худо-бедно, в раскоряку, но научиться работать с войной под боком. А государство в то же время вкачало в оборонку немыслимые деньги на производство железяк и кирзачей. В итоге уже в 2022 году падение оказалось небольшим, чуть больше 1% ВВП, а в 2023 и 2024 все и вовсе наладилось, и экономика стабильно росла, больше чем на 4% в год. На этот рост у правительства были деньги. В 2022 удалось продать рекордные объемы газа, на горизонте маячили санкции против российских энергоносителей, поэтому в Европе закупались впрок, цены взлетели, и Россия заработала рекордное количество денег. Деньги Путину грузили просто эшелонами. Для российского бюджета расклад был просто идеальный. Государство зарабатывало в два конца – на высоких ценах и на больших объемах. А выручку вкачивало в оборонку. В результате оно получало оружие, а вливаниями поддерживало экономику. Когда санкции в отношении российских углеводородов все-таки кое-как заработали, экспортерам удалось найти новых покупателей. В основном в Индии и Китае. Да, это был более проблемный сбыт. Поставки стали обходиться дороже. Получить оплату на счет стало настоящей головной болью. Но бизнес выкручивался, все работало, и экономический рост, вопреки прогнозам и здравому смыслу, продолжался. Всем было понятно, что это не естественный процесс. В норме экономика растет, потому что технический прогресс приводит к росту производительности. Из-за рождаемости или из-за миграции увеличивается число трудоспособных людей, а еще инвестиции становятся все больше, а с ними увеличиваются ресурсы для производства товаров и услуг. И экономика производит все больше того, на что есть спрос. Но рост российской экономики с началом войны не был здоровым и органическим ростом по естественным причинам. Он был неравномерным, фрагментарным. Одни отрасли росли, а другие тормозили. Третьи вообще сокращались. До поры до времени на это можно было как-то не обращать внимания. Успешные отрасли прикрывали косяки неуспешных, и средняя температура по больнице, то есть рост ВВП, была вполне приличной. С точки зрения науки, на подобную ситуацию существует два взгляда. Военные расходы для экономики полезны или, скорее, ей вредят. Мы тут в наших передачах всегда придерживались позиции, что война экономике на пользу не идет. Ну что это такое? Людей в топку, инвестиции в гражданский сектор сокращаются, производительность не растет, потому что санкции, импортировать технологии не выходит. Но вот только что мы обсудили убедительные факты. Война идет 3 года, и 2 из них наблюдается неплохой рост за счет того, что государство стимулировало экономику бюджетными расходами на войну. Получается, эффективно стимулировало, что ли? Получается, от войны экономика цвела и пахла, что ли?
Ровно такое развитие событий логично для экономистов, которые считают, что инвестиции есть инвестиции, и вложение в военную сферу не хуже прочих. Подход этот называется военным кейнсианством. Сейчас я объясню его суть, потом объясню, как он может сработать, а потом поговорим о том, сработал ли он у нас. Только сначала посмотрите рекламу, пожалуйста. В конце прошлого года был опубликован список людей, у которых правительство Кипра решило отозвать золотые паспорта. Среди них 30 россиян. И не так важно, почему отозвали. Важно, что подобные паспорта в принципе могут взять и аннулировать. Поэтому, если вы ищете страну, чтобы обеспечить будущее себе и своей семье, лучше обратить внимание на другие программы. Например, программы репатриации. Такой паспорт, если вы его получите, у вас точно не отзовут. Конечно, для такого паспорта вам нужно еще доказать наличие у вас корней. И в первую очередь я советую поискать у себя еврейские корни. Вероятность, что вы их найдете, довольно высока. Ведь в СССР евреев ущемляли в правах. Например, не допускали к обучению в топовых вузах страны. Поэтому, если это было возможно, евреи меняли фамилию на типично русскую и скрывали национальность даже от детей. И поэтому вполне вероятно, что при поиске документов о ваших родственниках в архивах вы обнаружите, что вы еврей в третьем, а может даже и в первом поколении. А значит, можете претендовать на гражданство Израиля. Найти корни и оформить все необходимые для получения паспорта документы вам поможет Израильский консультационный центр. Он работает с 2014 года и помог оформить более 19 тысяч паспортов. У них есть собственный архивный отдел, который может достать документы даже с территории недружественных стран. В договоре они прописывают юридические гарантии, и именно эту компанию вам порекомендуют в очереди на собеседование в консульстве или посольстве Израиля. Конечно, вы можете сами поискать документы и все оформить, но с Израильским консультационным центром все будет на порядок быстрее. Они еще и сопроводят вас на территории Израиля, чтобы точно не возникло никакой путаницы с документами. Так что, если вы хотите получить гражданство другой страны, обязательно рассмотрите этот вариант. А Израильский консультационный центр сэкономит вам нервы, деньги и время. Продолжаем. Так вот, военное кейнсианство. Время от времени любая экономика оказывается в ситуации кризиса. И обычно это выглядит так. Много свободных ресурсов, рабочих рук, производительных мощностей. Все есть, но рост не идет, потому что системе не хватает денег. Один из способов выйти из такого кризиса – просто добавить в экономику денег. Государство может, например, начать строить больницы или дороги, увеличить социальные выплаты или снизить налоги. Или заплатить оборонным заводам, чтобы перевооружить армию. Или призвать больше солдат, которые будут получать зарплату. Вот такая стратегия и есть военное кейнсианство. Подобные проекты, хоть военные, хоть гражданские, увеличивают спрос в экономике, создают рабочие места. Они запускают нормальный цикл с ростом доходов и расходов, а значит, с ростом экономическим. Мир видел примеры, когда это действительно сработало. В США, например, во время Второй мировой войны государство вложилось в военное производство и вытащило страну из Великой депрессии, что очень любят вспоминать у нас по телевизору. Таким же образом случился рост американской экономики во время Корейской войны. То есть государство буквально давало денег своей экономике, тратясь на оборонку. И получало дополнительный рост. У военных расходов есть и другие плюсы. Исследования и разработки нередко приводят к созданию не только оружия или сугубо фронтовых технологий, но и идут на пользу гражданским отраслям. Например, боевые комары. Шутки шутками, но суть ровно в этом. Многие вещи созданы военными и для военных, а пошли на пользу всему миру. В 20 веке перетекание военных технологий в гражданскую отрасль работало очень понятным образом. По большому счету, весь прошлый век определен двумя мировыми и холодной войной. Развитие авиации в целом вообще, и реактивной авиации в частности, стремительный рост воздушных перевозок с конца 40-х всецело обязаны технологической гонке в небе между Гитлером и союзниками. Большие пассажирские самолеты в девичестве, бомбардировщики и военные транспорты. Гражданские пилоты в массе своей – бывшие военные летчики. Манхэттенский проект по разработке ядерной бомбы, программа по взлому шифра Энигмы в Британии заложили теоретическую основу под электронно-вычислительный мир, в котором мы сейчас живем с вами. Без них не случилось бы никаких айфонов. Полеты в космос, спутниковое телевидение, связь и навигация – все успехи человечества по освоению околоземного пространства
Это побочные продукты усилий сверхдержав по созданию ракет, способных донести ядерный заряд на другой континент. Никто не планировал потратить кучу денег и запустить на орбиту атомные часы, чтобы вы могли отследить курьера с пиццей по карте или увидеть, что рядом с вами тоже не против сходить на свидание девушка. Американцы потратили миллиарды на систему GPS, чтобы ракеты попадали в цель, и военные самолеты не сбивались с курса. Самый главный тут пример — это ARPANET. Архитектура сети, связей и стек протоколов, которые легли в основу интернета, создавались не для того, чтобы вы смогли этот ролик посмотреть, а для того, чтобы обеспечить децентрализованное управление американскими ядерными силами, ядерным возмездием. Чтобы вне зависимости от того, сколько узлов управления своими ударами выщелкает Советский Союз, система оставалась функциональной для ответного удара. И вот, теперь у нас есть интернет. Почему развитие технологий шло именно так? Потому что военные цели позволяют тратить очень много денег на фундаментальные исследования и перспективные разработки. Коммерческие компании занимаются и тем, и другим. Но им нужно хотя бы в теории понимать, какой у них горизонт планирования, как и в какой момент из исследований и разработок может получиться продукт, пригодный для продажи. Это сейчас у нас нет вопросов, что такое компьютер и как его продавать. Но на момент постройки первой программируемой американской электронно-вычислительной машины ENIAC вряд ли кому-то вообще приходило в голову, что штука весом в 30 тонн, способная на 357 операций умножения в секунду, может быть использована хоть для чего-то, кроме расчета термоядерного взрыва. Никто и подумать не мог, что всего через 30 лет штуки, способные на тысячи и миллионы математических операций в секунду, получится продавать домохозяйствам. Что еще создатели этой первой машины iPhone себе в карман положат. Государство в рамках оборонных задач может платить зарплату десяткам тысяч ученых и инженеров, может вкладываться в баснословно дорогое оборудование, строить ядерные реакторы и ракеты, не ожидая, что что-то вообще с них получить сегодня или завтра. И вообще что-то когда-либо с них получить. А что ты получишь с ядерной ракетой? А частный бизнес так не может. Зато частный бизнес может пользоваться побочными продуктами военных, когда тем они стали не нужны. Эта синергия создала весь наш новый мир. Точнее говоря, создавала его раньше. Нынешняя война показала нам, что все теперь работает иначе. Главная инновация этой войны, которая изменила ее навсегда, это беспилотники. Это гражданская инновация. Компания DJI, которая и думать не думала, что она военная корпорация, которая рассчитывала поменять индустрию кино, домашнего видео и сельского хозяйства, эта компания повлияла на войну больше, чем все Ростеки и Lockheed Martin вместе взятые. Да, сейчас индустрия фронтовых дронов выросла невероятно, но без мавиков, которыми сначала научились вести разведку, а затем сбрасывать с них гранаты, никакого современного засилья FPV просто не было бы. Пока военные ломали голову, как бы им сделать еще более баснословно дорогой высокоточный снаряд, поле боя захватили гражданские технологии. То же касается и средств связи. Инвестиции в закрытые военные системы связи, в системы спутниковой связи, в компоненты управления войсками – все это оказалось нахрен никому не нужным. Обе армии ведут коммуникацию через потребительские устройства. Потребительские мессенджеры. Telegram, Signal, Discord. Вот архитектура оперативного управления войсками на поле боя. Оказалось, что гражданские технологии гибче, надежнее, предсказуемее и гораздо дешевле любых военных разработок. У каждой серьезной армии мира есть комплексы спутниковой связи. Но когда дело коснулось реальной войны, выяснилось, что нет ничего лучше Старлинка, который вообще не для войны делался. В 21 веке случилось все наоборот. Небольшая война технологически изменила общество и дала нам что-то новое, как в 20-м. А последние 30 лет развития гражданских отраслей изменили войну. Это гражданские отрасли так развились, что сообщения со списком покупок от жены нам приходят в настолько зашифрованном виде, как не шифровали коды запуска ядерных ракет никогда. В каждом магазине электроники стоят карманные средства аэроразведки, штуки, которые не приснились бы никакому Джеймсу Бонду. И подробные карты местности с точностью до каждого сарая и куста — это теперь просто приложение в телефоне, которое есть у каждого.
Главными агентами технологического прогресса с окончанием Холодной войны стали не государства с их военно-промышленными комплексами, а коммерческие технологические корпорации. Рассуждения о том, что инвестиции в войну – это инвестиции в прогресс, такие рассуждения 40 лет назад были совершенно верны, но сегодня они практикой не подтверждаются. Наоборот, война высасывает в непроизводительную сферу тот научный, инженерный и производственный потенциал, который мог бы с каждым годом совершенствовать дроны не для убийства людей, а для автоматизации сельского хозяйства. На этой войне утверждение такое становится бесспорным. В гражданских отраслях мы не видим никаких побочных эффектов от инвестиций в военные разработки, но видим, как успехи в гражданских отраслях меняют войну. Получается, косвенного влияния на экономику через развитие науки и технологий мы сейчас не видим, но остается еще влияние прямое. Военные расходы, безусловно, приводят к экономическому росту, как любые государственные инвестиции. В этом нет никакого вопроса. Новый завод по производству дронов создает рабочие места, инвестиции в производство каждого дрона увеличивают ВВП на объем этих самых инвестиций. Так оно работает. Но мы тут говорим о долгосрочном эффекте. Каждый доллар, инвестированный в ARPANET или GPS, полвека спустя превратился в сотни тысяч или миллионы долларов для американской экономики. Сейчас же мы не наблюдаем, чтобы на производстве тех же дронов или любой другой оснастки для войны вырастали полноценные технологические компании. Чтобы благодаря технологиям, которые возникли в процессе производства дронов, началось производство чего-то еще, что стало бы востребованным на рынке и осталось бы таковым дальше, а не исчезло бы вместе с концом войны и военных заказов. Пока нет поводов думать, что перед нами не механическое наращивание ВВП и не искусственно созданные рабочие места. И непонятно, какую такую отрасль мы увидим через 20 лет и скажем, ее бы не было без военных заказов. Пока гражданские технологии просто сжигаются в производстве военном. Пока военное производство вытягивает из гражданских отраслей рабочие руки и интеллектуальный потенциал. Тут не фундамент под будущее закладывается, а наоборот. Отрасли, которые могли бы расти, умирают в тени военного производства, не получая ни инвестиций, ни рабочих рук, ни интеллектуальных ресурсов. Из дня сегодняшнего видно, с концом войны рабочие места, под нее же созданные, схлопнутся, и дефицит сменится безработицей. Ведь технологические компании, которые могли бы возникнуть за это время, не возникли, потому что у них нет ресурсов. Давайте вернемся еще раз к сути кейнсианства, и военного в том числе. А заключается суть это в том, что в критический момент, когда экономика в глубоком системном кризисе, когда множество людей сидят без работы, предприятия стоят, экономика переполнена неиспользуемыми ресурсами, тогда государство может добавить в нее денег, создать рабочих мест, загрузить неиспользуемые мощности и тем самым запустить рост. В России же государство залило экономику деньгами, когда не было ни избытка рабочих рук, ни простаивающих мощностей, ни возможности быстро раздобыть технологии и ресурсы. В результате переполненная деньгами оборонка не собрала свободные ресурсы, а отвлекла их из гражданских отраслей и не пристроила их к делу, а застопорила их развитие. Инвестиции в фундаментальную науку, характерные для Второй мировой и Холодной войн, действительно продвинули человечество сильно вперед. Никто не имел в виду никаких инвестиций в будущее. Противники просто пытались друг друга уничтожить или получить для того технологию, а подарили нам все, чем мы сегодня пользуемся, от ноутбука до самолета. И в этом определенно был экономический смысл. Может быть, конкретная подводная лодка, авианосец или ракета оказались выбрасыванием денег на ветер, но в процессе их разработки и изготовления возникали технологии, которые позже окупили каждый вложенный доллар с большим запасом. Но сейчас такого не происходит. Нет никакого отложенного эффекта у военных расходов. Боевой дрон с каждым днем совершенствуется, но совершенствуется он за счет технологий, позаимствованных в гражданских отраслях. Люди и ресурсы, занятые в войне, не инвестируются в будущее. Они просто могли делать коммерчески востребованные продукты, привлекать иностранные инвестиции, но стали агентами, через которых прожигает деньги бюджет. Рассуждение о пользе военных расходов для развития и такое оправдание военного кейнсианства имело смысл на протяжении конкретного отрезка человеческой истории. Но не сегодня. До завтра.